Есть одна вещь в вариаторе Бургмана 650, которая всем всегда не дает покоя. Тем, кто ездит на 650-ках, тех, кто не ездит на 650-ках. Все слышали про то, что есть самая страшная вещь, из-за которой спокойно спать, владея Бургманом, вы точно не будете. И это пластиковые шестеренки. Само словосочетание это какое? Пластиковые шестеренки. Оно же прям веет какой-то ненадежностью. С вами сегодня я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Я ремонтирую Бургманы с 2011 года, и в этом видео я хочу донести до вас всю информацию про пластиковые шестеренки, которую вам следует знать. Ох уж эти узкоглазые! Сделают какую-то фигню. Русскому человеку потом разбирайся. Какая-то пластиковая шестеренка. И пластик ли это вообще? Друзья, на самом деле вот эти так называемые пластиковые шестеренки это не совсем пластик. Наиболее близкий аналог из того, что когда-либо подбиралось нашими умельцами, это капролон. То есть довольно-таки прочный и стойкий материал. В некоторых узлах по прочности и по износостойкости даже превосходящий металл. И сделаны из такого материала эти шестеренки не просто так. Вообще, для чего служат эти самые пластиковые шестеренки? Пластиковые шестеренки служат для того, чтобы передавать момент вращения моторчика переключения передач на первичный вал. То есть они служат механизмом переключения передач. И наиболее часто работают они, когда передачи переключаются. То есть, когда вы перемещаетесь по городу. Газ-тормоз, газ-тормоз. На трассе, когда вы едете монотонно в одном и том же режиме, то шестеренки практически не работают. То есть, на трассе шестерни изнашиваться не будут. Зачем было так мудрить и не делать их из металла? Все очень просто. Вариатор скутера, в принципе, как и любого другого обычного скутера, такого как на 400-ке и на мелких скутерах, производит внутри себя некоторые продукты износа. В том числе туда может попадать пыль, он не работает в масле, и фильтр воздушный там весьма условный, потому что если его сделать там, так скажем, менее проходимым, чтобы он лучше фильтровал, вообще с охлаждением будет совсем беда. Поэтому я всегда всем говорю, что если вам жалко денег на оригинальный фильтр, лучше вообще его снимите, потому что лучше пусть воздух там проходит, хоть и грязный, чем не проходит вообще. Вариатор дольше проживет. Так вот, в этом узле недопустима смазка, потому что к любой смазке налипнет по-любому грязь. И шестерни из металла, которые в смазке жизненно нуждаются, просто не будут долго ходить, если их намазать смазкой и на нее налипнет грязь, потому что песок тверже стали. Как правило, песка у нас в воздухе достаточно, и он просто съест эти шестеренки. А шестеренки из капролона для своей работы в смазке не нуждаются и способны в этом узле, в этих режимах и температурных, и по нагрузкам проходить достаточно много километров. Давайте поговорим о их ресурсе. Значит, существует миф среди владельцев бургмановодов, на всяких форумах, чатах вы можете его найти, что если пробег 30 тысяч километров, то шестерни уже по-любому надо менять, стопудово их надо сразу покупать, вскрывать варик и ждать еще какие-то ужасы там внутри. На самом деле, моя практика – это средний ресурс шестеренок в районе 60 тысяч километров. Да, безусловно, если скутер свежекупленный и там есть 20 плюс тысяч пробега, как правило, я в базовую диагностику людям вношу пункт диагностика пластиковых шестеренок. То есть мы разбираем весь пластик, потому что люди хотят хоть что-то знать про вариатор. А диагностика шестерен и стопорного болта, кстати, это превосходный косвенный признак, который что-то может нам сказать о состоянии вариатора. Безусловно, ключевое слово «косвенный». Часто по состоянию шестеренок, а также по всему тому, что я вижу при разборе этого пластика, я могу также косвенно сказать пару слов, возможно, о реальном или нереальном пробеге. В первую очередь при такой диагностике я могу с вероятностью практически 100% определить, лазил ли кто-нибудь когда-нибудь в вариатор. Потому что если вдруг выясняется, что пробег на приборке 20 тысяч, а там
или шестеренки в хлам убитые, или, может быть, еще его вскрывал кто-то, то это уже повод насторожиться. В большинстве случаев на пробеге там, до 30-35 тысяч шестеренки находятся просто в идеальном состоянии у прям подавляющего большинства людей, то есть, наверное, больше, чем у половины ко мне приезжающих. Могут ли шестеренки износиться за 30 тысяч километров? Да, безусловно, могут, если скутер всю свою жизнь ездил по городу. Если хотя бы половина пробега была трассовая, то это практически нереально. Если вы видели мои видео, может, сейчас здесь ссылочку найду, то я рассказывал вам про то, что бывают 650-ки примерно 2005-2006 годов, в которых есть заводской брак, то есть там забыли положить смазку в первичный вал вариатора. Естественно, шестеренки, которые крутят этот самый механизм, в котором нет смазки, нагружены в таком случае сильнее. Так что же вы думаете? Даже без смазки в первичном валу шестеренки дохаживают до 50 тысяч километров у большинства из этих людей. И вот даже мы недавно делали скутер из Воронежа, наверняка это видео было предыдущим на этом канале. С пробегом 47 тысяч шестеренки имели 50% износа, а первичный вал, весь этот червячный механизм аж клинило. То есть на самом деле все вот эти вот заморочки с какими-то выдумками каких-то альтернатив пластиковых шестерен, изготовлением из металла, они не имеют смысла, потому что это не настолько дорогой узел, как, например, ремень вариатора или что-то еще. Там много дорогого того, что действительно заслуживает внимания. Этот узел просто его поменял и забыл. И стоит он не так дорого, особенно в пересчете на километры пробега. Потому что, в принципе, ничего критичного в этом нет. Раз там в среднем в 50-60 тысяч поменять пластиковые шестеренки. Поверьте, другие вопросы вас напрягут гораздо больше, поэтому грузиться не стоит. Как правильно диагностируются пластиковые шестеренки? Если в двух словах, то необходимо снять пластик, на который пассажир ставит ноги, черного цвета. Тогда будет доступ к моторчику, который можно достать и осмотреть маленькую шестеренку. Косвенно также через окошко можно будет увидеть две остальные шестеренки, и если есть опыт и понимание, на что смотреть, то примерно в процентном соотношении можно определить их остаточный ресурс. Самый простой показатель – это маленькая шестеренка. И вот здесь я хочу кинуть огромный тапок в сторону тех, кто пишет на форумах, что надо менять одну пластиковую шестеренку, потому что она изнашивается больше, чем все остальные. На самом деле это не так. И все, чего вы добиваетесь заменой одной пластиковой маленькой шестеренки, безусловно, ее легко поменять, и она даже относительно недорого стоит, даже по сегодняшним ценам. Но все, что вы добьетесь, это затрудните диагностику данного узла в будущем тем мастерам, которые полезут туда после вас. Не более того. Как устроен механизм? Значит, вот я как раз для примера сейчас показываю неоригинальные шестеренки, и сейчас о них пара слов чуть позже, они здесь не просто так. Значит, механизм устроен примерно следующим образом. То есть все это дело вращается примерно как-то вот так. То есть моторчик крутит вот эту вот среднюю шестеренку, средняя шестеренка крутит большую. Значит, маленькая шестеренка изнашивается, безусловно, достаточно сильно, а точно так же, как изнашивается маленькая, изнашивается вот эта вот маленькая часть средней шестеренки. У меня даже лежал такой образцово-показательный вариант, несколько лет валялся, я недавно наводил порядок, выкинул, но факт в том, что я видел случаи сам своими глазами, их, конечно, не так много, но они есть, когда вот эта вот шестерня изношена точно так же, как маленькая, и даже быстрее. То есть маленькая уже на грани, но еще чем-то там цеплялась и крутила, а вот эту уже слезала. И, кстати, эта шестеренка – это вообще болезнь вот этих неоригинальных шестерен. Откуда взялись эти неоригинальные шестерни? Жил-был такой товарищ где-то в восточной части России, уже не помню, как его, честно говоря, даже звали. Я с ним переписывался, собственно, в WhatsApp, а нашел я его на Бургман-клубе. Значит, он
утверждал, что работает на некоем заводе, понятия не имею на каком, и он изготовил там пресс-формы для того, чтобы отливать эти шестеренки из капролона. Значит, оригинальные шестеренки всегда продаются с валами и подшипниками новыми. С этими подшипниками не бывает особо никаких проблем, но оригинальные шестеренки доставил из коробочки, установил и катаешься. А здесь вот у нас шестеренки, в которых, собственно, нету никаких валов и подшипников. То есть задумка такая, что ты берешь свои старые шестерни, спрессовываешь подшипник, перепрессовываешь сюда оси. Человек с гордостью рассказывал, что в средней шестеренке ось не болтается, в отличие от оригинала. Я несколько лет относился со скепсисом к этой всей теме, потому что цена этих шестеренок была, ну, наверное, в районе половины цены новых. А если, собственно, сделать эту работу в сервисе, то там, естественно, экономия уже вообще будет незаметна. Более того, если вдруг с шестеренками что-то пойдет не так, то платить за это второй раз никому не понравится. Мой скепсис продолжался несколько лет. Я наблюдал за темой. Она даже вроде жила, иногда кто-то что-то ставил. Производитель этих шестерен утверждал, что у него они уже там на 5 мопедах ездят и все, собственно, с ними замечательно. Наступил февраль 22 года, после которого ситуация с запчастями в России начала несколько ухудшаться. И с запчастями на японские мотоциклы дефицит мы заметили гораздо быстрее, чем на все остальные, потому что на то же самое BMW до сих пор запчасти едут гораздо легче, чем на Suzuki. Это вот моя теперешняя, сегодняшняя практика. И я рискнул. Я купил у этого товарища, по-моему, Axis у него был ник, вот могу ошибаться, извините, если вдруг там кого-то оговариваю, ну вот, по-моему, Axis у него был ник на форуме. Значит, и я рискнул заказать у него 10 комплектов. Он мне все это прислал, я посмотрел, ну да, шестеренки, попробовал перепрессовать оси, ну да, нормально. И я стал предлагать их людям, как более дешевый вариант. Люди, естественно, не особо-то и соглашались. Но поставил я пару комплектов по согласию людей. Я их предупреждал о том, что там это непроверенная технология там, и так далее. Также я поставил несколько комплектов этих шестерен. В сумме я их, по-моему, поставил 6 всего. Я поставил несколько комплектов этих шестерен на вариаторы, которые я собирал. То есть в основном это из бэушных хороших запчастей. Но раз уж тут есть новые неоригинальные шестерни, ну пускай будут. И поначалу даже все шло как-то достаточно хорошо. То есть я наблюдал людей, которые проехали 1000, 2, 3, 5. Кто-то даже накатал 15-ку по трассам. Вот. Но, к большому сожалению, обнаружилось у меня 2 случая, у которых эти шестерни умерли. Причем умерли приблизительно на пробеге 7-8 тысяч. Прям вот почти одинаково. У одного из этих людей, к большому сожалению, эти шестерни умерли в Турции. Мне пришлось отправлять ему оригинальные, сложными путями их передавать. И, собственно, он там искал варианты их заменить. У него все получилось. И да, он знал про то, что там не оригинальные шестерни. Все как бы вроде разрулилось. Но ситуация неприятная до жути, ребята. Я тогда, вот когда она случилась, первый раз очень сильно пожалел о том, что я связался с вот этим вот дебилизмом. Решил попробовать сделать людям добро и сэкономить денег. А получилось, ну, как всегда, как мы любим. Вот. А позже все, что было у меня куплено и отказывало, начало сыпаться одно за другим. То есть кому-то я даже делал это в качестве гарантии, кому-то делал только работу бесплатно, кто-то до меня так и не доехал. Вот. Ну, то есть мне было неудобно, что такая ситуация произошла, и даже не давая на них какую-то гарантию, естественно, я чувствовал, что, ну, моя вина здесь есть. То есть я продал людям непроверенную запчасть, даже сказав об этом.
То есть, даже основываясь на том опыте, который был, к большому сожалению, так вот печально получилось. Поэтому, ребята, владея дорогим в обслуживании мопедом, не экономьте на всякой ерунде. Много, очень много всяких неоднозначных вещей в попытках сэкономить. Получается, что в конечном итоге тратишь намного больше денег. Я уже не один раз задумывался об изготовлении сайлентблоков двигателя из полиуретана. Но вы знаете, что меня каждый раз останавливает? То, что полиуретан прекрасно сожрет алюминий двигателя. И что, все потом двигатели начнут менять? Поэтому лучше переплатить за оригинал. Поверьте моему опыту, он у меня уже достаточный, хотя бы чтобы говорить, что можно какой-то авторитет иметь. Вот. А там уж, конечно, делайте выводы сами. Техника ваша. Одна только просьба. Если вы наколхозили, то честно так и говорите это покупателю, когда вы продаете технику, потому что люди очень любят испортить аппарат, а потом втюхать это все кому-нибудь другому, пускай мучаются. Кстати, вот я сейчас крупным планом вам покажу, что происходит с неоригинальными этими шестеренками, которыми, кстати, на Авито сейчас завален весь Дальний Восток, насколько я знаю, и люди, которые не соображают в этом, они, наверное, даже купят. Более того, оставшиеся пара комплектов шестерен висят там даже у меня, но они висят там по себестоимости. То есть я не скрываю, что с ними был такой опыт. Но какое-то время на них поездить можно, поэтому, может быть, кто-то их и приобретет и сочтет такое мероприятие для себя выгодным. Не знаю. Ребята, смотрите сами. Тут все на ваше усмотрение. Значит, вот к чему приводит экономия. Буквально за полчаса до начала записи мной этого видео мне писал в WhatsApp один знакомый, по совместительству клиент, и спрашивал меня, что я думаю о пластиковых шестеренках из Китая, с Алиэкспресса. Действительно, они не так давно там появились, и они уже с валами и с подшипниками. Так вот, что же я о них думаю? Ребята, цена. Они стоят практически как оригинал. Я думаю, что, конечно, со временем, может быть, такие любители поэкспериментировать и найдутся. Но мне кажется, что разумный человек, какой-то мутный Китай, не будет покупать по цене оригинала. Даже если надо переплатить там 20% цены, но можно купить оригинал и просто забыть об этой проблеме, ну, практически навсегда. Потому что 99% людей, которые сталкиваются с проблемой, что им надо поменять шестеренки, они делают это за всю жизнь один раз. И только те, кто безумно много ездит, может быть, поменяют их второй. И проблема, по сути, не является такой уж и глобальной. Когда люди мне говорят, что они хотят купить шестеренки в запас, или давай поменяем хорошие шестеренки на новые, раз уж мы туда все равно лезем, я говорю, что если у них много денег, то лучше купите в запас ремешок. Он будет вам полезнее, в случае чего его просто тяжелее достать. Что будет, если шестерни, так скажем, закончатся, то есть сотрутся так, что моторчик скорости переключать перестанет? В подавляющем большинстве случаев у вас скутер будет ехать дальше, но только на первой передаче. В принципе, те же самые симптомы практически, что и если у вас, допустим, залипнет датчик центральной подножки. С той лишь разницей, что по датчику центральной подножки у вас не загорится красная ошибка FI на приборной панели. Если ошибка горит, то датчик, скорее всего, проверять бесполезно, и надо искать причину где-то глубже в механической или электрической части вариатора. В большинстве случаев на вариаторе на первой передаче можно даже доехать своим ходом до сервиса, но надо очень внимательно следить за температурой, потому что когда вы едете на первой передаче с достаточно приличными оборотами, двигатель склонен перегреваться, ему не хватает обдува, а нагрузка на него дается все-таки довольно приличная. Поэтому следите за температурой, езжайте потихонечку, и в большинстве случаев ничего не будет. Однако, иногда бывает такое, что вы можете почувствовать явную пробуксовку.
И вот если вы чувствуете явную пробуксовку, и при этом у вас горит ошибка, потому что да, может быть причина в сцеплении, но по сцеплению тоже ошибка не загорается, лучше не рискуйте и вызовите эвакуатор, потому что, двигаясь с пробуксовкой, вы можете добить ремень. И это уже будут совершенно другие расходы. А на этом у меня все. Если было интересно и познавательно, не забудьте поставить лайк этому видео, написать под ним комментарий и нажать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых интересных роликах. С вами сегодня был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Всем пока!